Всем привет! Это канал Wild Guitar, и вы смотрите очередной выпуск программы Wild Guitar News, посвященной самым актуальным и свежим новостям из мира гитарной музыки. В этом выпуске вы узнаете о бас-гитарах производства компании Solo Guitars, новых песнях группы System of a Down, усилителях серии Rev Generator Mark III и многом другом. Если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы ролики с новостями гитарной музыки выходили на регулярной основе, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. Итак, вперед за новостями! В ноябре месяце компания Solo Guitars, основанная известным блогером и гитаристом Олой Энглундом, представила свою первую линейку моделей бас-гитар в 4-струнных и 5-струнных версиях с активными звукоснимателями. Как и электрогитары производства компании Solo Guitars, данные модели бас-гитар имеют очень заостренные края, что наверняка придется по душе всем любителям тяжелой музыки. И при этом обладают такими же тонкими грифами, как и у своих 6-струнных собратьев. На первом этапе будут доступны 3 модели с дизайном корпуса, основанным на дизайне корпуса электрогитар A-Series. Но Ола Энглунд и компания обещают в ближайшие месяцы представить новые модели бас-гитар, а первые 3 модели будут началом линейки бас-гитар бюджетного уровня. Бас-гитара AB 2.4 BOP стоимостью $699 США представляет собой 4-струнную модель данной линейки с корпусом из породы дерева Сункай и грифом из 5 кусков клена и етобы. Имеет длину мензуры 34 дюйма, тонкий гриф C-профиля, накладку грифа из черного дерева и расцветку Black Open Pore. 5-струнная модель AB 2.5 RB стоимостью $849 США имеет аналогичную базовую конструкцию, но при этом увеличенную до 35 дюймов длину мензуры и расцветку Roasted Brown. А флагманом данной линейки является модель AB 2.5 NA, имеющая корпус из ольхи и расцветку Natural Aged. Все 3 модели оснащены колками производства компании Solo Guitars, бриджами Fender High Mass и активными звукоснимателями Solar Tesla. Все эти модели доступны для заказа уже сейчас, а получить дополнительную информацию об этих инструментах можно на сайте компании Solo Guitars, ссылка в описании. А следующая новость посвящена новой серии гитар под названием Prophecy производства компании Epiphone. Новые версии гитар Les Paul, Flying V, SG, а также принципиально новая модель Xtura могут похвастаться нестандартными для гитар марки Epiphone хамбакерами модели Fishman Fluence и скоростными грифами. Еще в мае этого года маркетинговый директор компании Gibson Цезар Гуйкян впервые представил новые модели из линейки Epiphone Prophecy, что заставило многих задаться вопросом, могут ли гитары данной серии стать лучшими гитарами компании Epiphone для металла. И теперь, когда выход данной серии официально анонсирован, похоже, что ответить на данный вопрос можно утвердительно. Каждая из гитар данной серии оснащена современными активными хамбакерами Fishman Fluence, звучание которых было специально подобрано для новой линейки гитар марки Epiphone и имеют 3 типа звучания. Винтажный звук в стиле Gibson Burstbucker DiMarzio Puff, современный хамбакер с высоким уровнем гейна и малошумящий сингл, в который можно превратить хамбакер Fishman Fluence при помощи отсечки типа Push-Pull. Все 4 модели имеют корпус из красного дерева и 24-ладовый гриф с накладкой из черного дерева в версиях с расцветкой Tiger Aged Gloss, а также Black Aged Gloss. Среди других особенностей гитар данной серии бридж Lock Tone Tune-O-Matic, колки Grover Rotomatic и верхний порожек модели Graphtec New Bone. Компания Gibson явно справилась со своей домашней работой с учетом качества и функционала данных моделей. А для получения дополнительной информации о модельном ряде гитар серии Prophecy посетите сайт компании Epiphone, ссылка в описании. А следующая новость посвящена выходу новых студийных записей группы System of a Down после продолжительного творческого перерыва. Почти через 15 лет после выхода их последнего на данный момент студийного альбома, участники группы System of a Down выпустили 2 новых трека – Protect the Land и Genocidal Humanoids. Песни были написаны и спродюсированы гитаристом и бэк-вокалистом группы Дароном Малакяном и посвящены недавним событиям, произошедшим в ходе давнего конфликта между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, также с участием Армении. Оба трека доступны для приобретения на странице группы на сервисе Bandcamp, откуда все вырученные средства направляются в фонд Армения. На своей странице сервиса Bandcamp группа опубликовала совместное заявление по поводу выхода новых песен. Мы, как группа System of a Down, только что выпустили новый музыкальный материал впервые за 15 лет. Настало время сделать это, поскольку нам 4 есть что сказать. 2 песни, Protect the Land и Genocidal Humanoids, рассказывают о страшной и серьезной войне, которая идет на нашей культурной родине, Арцахе и Армении.
Мы рады поделиться с вами этими песнями и надеемся, что они вам понравятся. Кроме того, мы рекомендуем вам продолжить изучение данной проблемы для того, чтобы узнать больше о ее истоках, и мы надеемся, что после этого вы вдохновитесь рассказать другим об ужасающей несправедливости и нарушениях прав человека, происходящих там сейчас. И самое важное и срочное дело. Мы просим вас делать пожертвования в виде любых денежных сумм для того, чтобы помочь тем, кто пострадал в результате бесчисленного количества преступлений против человечности. Участники группы подчеркнули, что фанатам System of a Down не следует воспринимать выход 2 новых синглов в качестве предвестника нового альбома в ближайшем будущем, но при этом они не исключают такой возможности. Надо сказать, что Даарон Малакян сохраняет оптимизм в отношении перспектив записи нового альбома. «Я никогда не говорю никогда», — заявил он. «Я не ожидал выхода этих 2 синглов. Я был готов выпустить следующий альбом группы Scars on Broadway. Это случилось неожиданно, так что кто знает. Если мы не будем записываться снова, я просто буду продолжать делать то, что делаю, а все остальные будут делать то, что хотят делать они. Но записать эти 2 песни было приятно. Ну что ж, будем надеяться, что через некоторое время мы все-таки увидим выход в свет нового альбома этой, несомненно, талантливой группы. Напишите в комментариях, понравились ли вам новые песни группы и ждете ли вы выхода ее нового альбома. А следующая новость посвящена выходу новой линейки усилителей Generator Mark III производства канадской компании Rev Amplification. По заявлению представителей компании, они создали первый в мире гитарный усилитель с эмулятором реактивной нагрузки гитарного кабинета и загрузчиком импульсов гитарных кабинетов, снабженный линейным стереовыходом. Главной особенностью усилителей новой серии является встроенный в усилитель эмулятор реактивной нагрузки гитарного кабинета и загрузчик импульсов гитарных кабинетов, созданный компанией Two Notes, снабженный линейным стереовыходом, который позволяет обрабатывать сигнал усилителя эмуляциями гитарных кабинетов и микрофонов, эффектами стереорасширения, цифровой реверберацией и другими эффектами. То есть к нему можно даже не подключать гитарный кабинет, что обычно требуется для того, чтобы играть на ламповом гитарном усилителе. Наличие эмулятора реактивной нагрузки решает данную проблему. Данная опция также позволяет владельцам данного усилителя напрямую отправлять сигнал с него в портальные акустические системы. Данная серия усилителей включает 4-канальную модель Generator 120, а также 3-канальные модели 100P и 100R. Помимо количества доступных каналов, каждый усилитель новой линейки имеет аналогичный набор функций, включая новый встроенный эффект шумоподавления и ревербератор, а также эквалайзеры для каждого из каналов, которые дополнены различными режимами работы и различными режимами звучания. Каждая модель данной серии также имеет 2 регулятора общей громкости, ручки, управляющие параметрами Presence и Depth. Кроме того, в каждом из усилителей предусмотрена возможность уменьшения мощности до 10 Вт. В блоке предусиления каждого из усилителей содержится 5 ламп 12AX7, а в блоке оконечника 4 лампы 6L6GC. Каждая модель полностью программируется по MIDI и имеет ножной переключатель. Все модели серии Generator Mark III доступны для предзаказа с 12 ноября. Для получения дополнительной информации переходите на официальный сайт компании Rev Amplification. Ссылка в описании. А последняя новость этого выпуска посвящена релизу обновленной версии легендарной педали Distortion Boss HM2, производства знаменитого японского бренда компании Boss. Неизменный выбор как Дэвида Гилмора, так и шведских дэт-металлистов, педаль HM2 Heavy Metal является одной из самых востребованных моделей в каталоге педалей компании Boss. И в ноябре месяце представители знаменитой японской компании официально подтвердили, что нас ждет появление ее обновленной версии. В ходе серии стримов Talk with Boss президент компании Boss Йоши Икигами подтвердил, что Wazacraft версия педали HM2 находится в разработке, и впервые в истории представители компании собирают информацию от поклонников данной педали. В социальной сети Facebook была создана специальная группа под названием Boss HM2W, где пользователи могут делиться своими отзывами и пожеланиями по части того, что они хотели бы видеть в новой версии педали. Представитель Boss сообщил, что компания будет делиться новостями о ходе процесса разработки педали. Педаль Distortion Boss HM2, выпущенная в 1983 году, стала культовой гитарной педалью после выхода в 1990 году студийного дебюта шведской дэт-метал группы Entombed под названием
названием Left Hand Path, гитаристы которой использовали эту педаль, выкручивая все регуляторы на максимум. Если говорить о представителях других, более легких музыкальных стилей, то стоит отметить, что Дэвид Гилмор, получивший известность в качестве гитариста и фронтмена группы Pink Floyd, также использовал эту педаль на альбомах 80-х About Face и A Momentary Lapse of Reason. Педаль Boss HM2 уникальна тем, что имеет универсальные регуляторы низких и высоких частот эквалайзера, которые дают до 20 дБ усиления и среза этих частот. Официальная дата выхода данной педали пока не объявлена, поскольку она еще находится на этапе разработки, так что поклонникам этой педали остается только ждать новостей об обновленной версии данной педали от компании Boss. Ну а на этом очередной выпуск программы Wild Guitar News подошел к концу. Играйте на гитаре, слушайте хорошую музыку, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих выпусках.